Замена текста. Вот, значит, мы переходим, элемент 00 это стартовый, элемент 01, вот мы переходим на него. И они все одинаковые, там типовые. Значит, в нем в каждом элементе есть что? Куб. Объект куб, внутри которого верх, низ и середина. Ой, ну да, вот это верх, вот это середина, а это низ. Значит, именно середину мы делаем длиннее, вот, а верх и как бы и само положение этого куба мы не трогаем. Ну, вот. Потом, значит, есть этот куб, есть флаг. Флаг имеет две части. Само полотнище, вот здесь вот мы как раз в нем, в одном слоте, здесь мы не делаем никакого эмишена, меняем. Вот они, вот эти флажки. Вот мы можем взять сюда, заменить, да, хоп. И другой флажок появился. Вот. А эта палка, ее не трогаем. И канвас. Но канвас, который не на весь экран, да, как нормальный канвас обычно работает, да, вот этот вот, например, вот этот канвас, на котором у нас есть заголовок и как бы вот эта вот разметка, да, это у нас, вот, например, этот канвас мы уберем. Вот, он у нас всегда сохраняется на нашем главном экране. Да, вот я не уберем, а просто я показывала, выключила, включила, чтобы вы видели. Вот, а этот канвас, вот этот вот, он имеет другое свойство. Вот, чтобы вы его увидели хорошо, видите, он имеет, он как бы трехмерный объект. То есть это такая, он у нас приложен к нашему столбику. Вот, вот эти вот, это старый текст, я просто думала, что, может, вдруг вы захотите оставить, поэтому я не стала удалять. Но вы можете эти удалить сами. Вот эти вот все неактивные объекты, их можно будет удалить. Ваши объекты, вот это вот черный текст, да, это у нас это белый и желтый. Вот, и теперь мы переходим к тому, как мы меняем текст. Написать скрипт в этом случае, ну, невозможно, потому что у нас канвас идет к каждому объекту. То есть в Винни-Пухе один бабл, и на нем разный текст. А здесь, ну, как бы, канвас к каждому объекту привязан свой, поэтому это ручная работа. То есть вы заходите в текст, но зато она простая. Здесь настроен тоже, как бы, если мы, например, там, ну, текст увеличивается, вот здесь вот такая галочка есть, best fit. Да, если текст там более длинный, то размер шрифта уменьшается. Если текст более короткий, размер шрифта увеличивается. То есть здесь вот вы меняете это свои миллионы. Да? Важно только вот здесь вот не делать, например, автоматически, вы если, например, нажмете Enter, видите, что происходит? Он мелкий делается. То есть это может, ну, вы сделаете и подумаете, блин, почему у меня мелко. А вот так вот обратно бэкспейсом никаких энтеров не надо, потому что он расценивает это как будто две строки, одна пустая. Вот. Дальше. Здесь пишите название страны. То же самое, если вы случайно в конце нажали Enter, видите? Вот это важно. Ну и Yellow это как бы порядковое место, да, тоже вот видите, нажали, вот так не нужно. Вот. Шрифт ваш, вот сюда нажимаете в слот и видите, какой именно шрифт вы использовали. Black, что-то италик, ну, короче, ладно. Вот. Что такое камера Target? Камера Target это просто объект, куб, видите, который у каждого элемента. Я здесь включаю Mesh Render, да, так-то у меня выключен он, то есть он сделан невидимым. Просто он у каждого объекта находится вот здесь сверху, и на него смотрит камера. Видите? Это, я уже это говорила, но я скажу это еще раз. Вот. Эти камеры Target мы берем, выключаем Mesh Render, и его в сцене не видно, но он работает для нашей камеры. Вот. Значит, замена текста идет вручную для каждого объекта. То есть вам нужно физически открывать каждый объект, заходить в Canvas и менять вот, значит, этот текст.